Всем привет, друзья! Итак, это видео я решил посвятить, наверное, одной из самых легендарных видеокарт, которые вошли теперь уже в историю сборочных, и не только сборочных, но вообще в продаж в DNS и прочих. Это спорная, злочастная, но все же очень популярная RTX 3050. В общем, для этого видео я достал видяху у своей жены из компьютера и проведем тесты с вами, как на ее довольно простом бюджетном компьютере с i3 110, то есть 10100F на 4 ядра 8 потоков, так и проверим же 3050 в мощном современном ПК с процессором i9 13900 за 60 тысяч. Да, только один процессор в этом ПК стоит 60 тысяч. Это интересно, просто будет узнать для зрителей, насколько 3050 сможет себе показать как в дешевом компьютере за 30 тысяч, так и в компьютере за 250 тысяч. Что насчет самой же 3050, то именно за этой видеокартой, если помните, пару лет назад велась буквально охота в день начала старта продаж. Цена была очень приятная, да и сама 3050 по сути закрывала все вопросы среднебюджетных сборочек ПК. Это было просто топ продаж везде. Продавцы и перекупщики на Авито, я уверен, заработали на этой видеокарте себе не одну квартиру и парочку мерседесов. И по сути, да, 3050 сумела стать на одном уровне с не менее великими 1050 Ti и 1060. Это вечная классика. И даже сегодня, спустя парочку лет, все еще очень актуально смотрится 3050 за 22-23 тысячи рублей или $270. Хотя я точно знаю, мне скажут и про 2060 Super, и про AMD-шную RX 6600, это я знаю. И тут сразу можно забыть про 2060 Super, ведь она уже, то есть разница в цене между 3050 и 2060 Super буквально 10 тысяч рублей. Это раньше, пока еще не выкупили цены на 2060 Super, стоила она как 3050, а сейчас уже все, шара закончилась, это разные бюджеты. А что насчет Radeon 6600, ну тут даже я не знаю. С одной стороны, да, эта видеокарта немножко быстрее там, чем 3050, цена такая же 23-24 тысячи, но с иной стороны 6600 не поддерживает нормальную трассировку, нет там DLSS, да и сама видеокарта AMD, ну мне лично не очень нравится их работа именно в приложениях, именно с точки зрения монтажа видео, захвата видео с экрана и так далее. Мне куда удобнее с продуктами NVIDIA и ее GeForce Experience. В общем, здесь все дело вашего выбора. Ну окей, ладно, к этой теме мы еще вернемся, а сейчас немножко полезной информации для зрителей и тоже насчет игр. Друзья, за окном лето, пора отпусков, так что как насчет отправиться в путешествие? Да не просто на какой-нибудь там курорт, а на бескрайние просторы Lineage 2. Культовый MMORPG, давно успевший покорить Россию и весь мир. С обновлением Век магии колдуны начнут творить настоящие чудеса на полях боя линейки. Переработанный баланс магии и магического урона, а также ребаланс статов волшебников Фео и призывателей Венью позволит вам, любителям колдовства и чародейства, раскрыть свой потенциал на максимум. Тем более, что с новыми комплектами экипировки совершенно нового ранга можно будет попробовать множество необычных билдов на любой вкус. Помогать вам в этом деле будут Пегас, Дьяволенок и Ангел, тройка новых гомункулов, дающие особое усиление своему хозяину. Все эти новинки пригодятся вам при исследовании ранее невиданных территорий, вроде Морозного острова или Эльфийского леса, так что запасайтесь снарягой и готовьтесь отправиться навстречу приключениям. Не упустите возможность стать одним из первооткрывателей новых регионов. Переходите по ссылке в описании, создавайте персонажа и отправляйтесь навстречу приключениям в увлекательном мире Lineage 2. Но и это еще не все, друзья. Куда же без подарков? Всем скачавшим игру по моей ссылке будут доступны куб помощи, дающий ряд полезных расходников на старте игры, плюс дополнительно еще десятки часов с бонусом опыта и СП плюс 100% во время охоты. Переходите по ссылке в описании, создавайте персонажа в игре и забирайте свои подарки. Акция доступна только до 30 сентября. Всем желаю удачи. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, в нашем случае у меня для видео используем старую дешевую простую версию RTX 3050. Это модель Storm X от Polit с одной вертушкой за 23 тысячи, вроде бы ее точная цена. На 25 июля именно в DNS. Возможно, вы, зрители, найдете более дешевую 3050. Кстати, есть, наверное, даже лучшая версия 3050, например, с двумя вентиляторами, хотя для 3050 и так вполне сойдет. Ведь карта имеет низкий теплопакет, по-моему, там 115-120 Вт, и под нее хватит банально одной вертушки сверху и блока питания на 350 Вт, абсолютно любого. Итак, у нас, еще раз повторюсь, самая дешевая и доступная версия 3050. Понятное дело, с поддержкой трассировки, DLSS, и первым делом давайте посмотрим на производительность карты в дешевом бюджетном компьютере с i3 10100F и 16 оперативы. И таких компьютеров просто море собрали зрители, и поэтому 3050 почти идеально вписывается
в сборочке с i3 на 4 ядра 8 потоков или там со стареньким i5. А потом уже с вами чуть позже поставим 3050 и проверим с i9 13900, чтобы вообще понять весь потенциал видяхи и сколько мы теряем от ее мощности в зависимости от самой сборки. Это действительно интересно. Итак, начнем с вами с Rainbow 6 на супер-ультра высоких настройках Full HD. Это может себе позволить 3050 без проблем. У нее 4 видеопамяти, не 6, а именно 8, и поэтому ультра настройки Full HD это идеальные условия для 3050. И в первом тесте, да, мы видим, что видеокарта полностью загружена i3 10100F и выдает от 90 до 120 FPS. Причем, что интересно, это именно температура видеокарты, и она держится на отметке 65 или поднимается до 67 градусов. На секундочку, такая температура именно в корпусе моей жены в открытом, внимание, с открытой боковой стенкой. Именно летом я это делаю постоянно, и поэтому можно сказать, что такая температура только с открытым корпусом. Если же ваш корпус будет полностью закрыт, то скорее всего температура будет примерно 72, возможно 75. Это не критично, это просто, что вы понимали всю ситуацию. Вот и все. Окей, друзья, идем далее. Теперь закинем Ведьмак 3 на 12 директе с обновленным движком, более тяжелым, чем на 11 директе. И тут на запредельных настройках с включенным DLSS баланс и Full HD получаем 40, то есть от 40 до 60 FPS. Все зависит от сложности локации, и местами может даже падать фрейм до 35. Например, это в центре, или подниматься до 60, если в открытых локациях. Опять же, я уверен, скажет, что 45-50 это маловато для Ведьмака на 3050, но еще раз, друзья, повторюсь, это обновленная версия на 12 директе, и тут почти на 50% выше требования именно к железу и видеокарте, чем на старой версии третьей части. Так что 40-60 это нормально, хотя, конечно, хотелось бы, конечно, стабильные 60, тут я даже с вами не спорю. Ну и еще давайте, друзья, в конце запустим что-то прям очень требовательное к железу. Это Киберпанк на ультра без трассировки, но с DLSS баланс и всеми эффектами. Почему я не включил трассировку, вы спросите? Ну потому что на 3050 в Киберпанке с лучами будет не больше 30 кадров на средних. А мне кажется, лучше все-таки выставить ультра настройки без лучей, но при этом получим фреймрейт хотя бы 45-50, а может даже и больше, что мы и видим в нашем тесте. Да, это ломаные 45-50 с плюсом, не очень прям приятный из-за процессора, все же не совсем достаточно i3 для Киберпанка с большим открытым миром, и видим с вами такое себе небольшое мелкое дрожание картинки. Это значит, что у нас низкий фрейм-тайм, то есть картинка немножко разорвана. Это такое же, то есть вопросы именно к процессору, нежели к видеокарте. В общем, вроде бы нормально отрабатывает 3050 во всех тестах, она выдает везде, то есть все, что можно запустить, в среднем там 60, 40, 50, возможно там больше 80 FPS. Но опять же, это все сборки довольно простенькая с i3, и теперь, друзья, давайте достаем с вами 3050 и вставляем ее в мощный супер заряженный комп с i9 13900. Это железо полностью покроет и перекроет в 10 раз любые потребности видеокарты, даже, не знаю, там 4090 Ti. Здесь как бы с большим запасом, 24 ядра, 32 потока, это очень мощное железо. Так что теперь оценим, что у нас может выдать 3050 в таком ядреном компьютере. Итак, делаем все то же самое в Rainbow 6, ультра настройки выставляем Full HD и видим с вами, а что мы видим? Да, есть заметное увеличение фреймрейта в среднем до 120-150 кадров против 90-110 с i3. Но, если честно, во-первых, i9 13900 стоит 60 тысяч. На секундочку, за эти же 60 тысяч мы должны были получить, не знаю, там 60 тысяч FPS. Но опять же, все упирается в видеокарту, и да, предельные возможности для 3050 оказалось это 125-140 FPS в Rainbow 6 на ультра настройках. Да, на большее она просто не способна. И то, что с i3 10100 выдало почти стабильные 100 кадров, это тоже весьма достойный результат с учетом того, что это i3, то есть он стоит не 60 тысяч, а примерно 6-7 тысяч. Так что в этом сравнении хоть и заметно ускоряется видяха с i9, однако это ускорение не 100% и даже не на 50, а от силы плюс 20-25 кадров. Иное дело
это Ведьмак 3. Вот тут уже, друзья, в открытом мире дает о себе знать процессор. И там, где с i3 3050 выдает 45 кадров, с i9 же мы получаем 70+. Это почти на 40% быстрее. И можно получить даже, наверное, местами стабильные 60 и больше. То есть видеокарта тут абсолютно ни при чем. Она, что в первом случае работает на 100%, что во втором просто более мощный процессор в открытых больших локациях быстрее просчитывает кадры для видеокарты на отрисовку, и поэтому она выдает все свои возможности. Ну и в конце еще остался Киберпанк, и тут ситуация примерно схожая с Ведьмаком. В среднем видим с вами прибавка там плюс 30-40% к производительности. Да, процессор тут зарешал в данной ситуации, и слишком большой дисбаланс между 3050 и 13900. Более разумно она смотрится с i3 10100 или еще лучше с i3 12100 или там i5 11400. Вот, покупать ли сегодня 3050 за 23 тысячи? Да, в принципе, почему бы и нет, вполне нормальная видеокарта. 2060 Super стоит уже 32-34 тысячи, а ближайшие конкуренты это RX 6620, это уже чисто AMD-шная видеокарта, и опять же, это на любителя и на ваш вкус. Как мне кажется, 3050 все еще достойная видяха, самое важное это правильно под нее собрать компьютер, так чтобы не было и не слишком слабое железо, и не слишком в избытке, как, например, с i9 13900. Вот такая вышла у нас история. Если вам было интересно, зрителям, ставьте обязательно лайк под этим видео, пишите обязательно комментарии, какую еще видеокарту вы бы хотели увидеть на канале в будущем. И на этом я буду уже заканчивать. Всем еще раз удачи, не болейте, увидимся. Пока-пока.